Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня мы с Ланой Полей покажем вам уникальное упражнение для лечения коленных суставов. Это упражнение помогает лечить колени при артрозе коленных суставов. Его еще по-другому называют гонартроз или остеоартроз. И это упражнение помогает восстанавливать мениски при их повреждении. Иногда при выполнении этого упражнения защемленные мениски удивительным образом вправляются сами собой. И порой такое происходит очень быстро, буквально за 1, 2 или 3 дня выполнения, соответственно, этого упражнения. Вообще мы с Ланой это упражнение впервые стали использовать более 20 лет назад. И оно помогло значительно повысить эффективность нашего лечения при лечении артроза коленных суставов и при лечении менисков. Но при выполнении этого упражнения есть нюансы, которые нужно учитывать. И вот именно из-за этих нюансов в какой-то момент мы это упражнение стали давать гораздо реже. Но об этих нюансах я расскажу чуть дальше. Поэтому давайте сделаем так. Сначала мы покажем само упражнение, а вы после этого упражнения обязательно посмотрите дальнейшую часть программы, потому что там будут очень важные подсказки, без которых это упражнение может быть не слишком эффективным. Упражнение желательно делать на любой плотной и ровной поверхности. Конечно, лучше это делать на полу. Под голову нужно обязательно положить небольшую подушку. Упражнение называется скольжение, поэтому очень важно, чтобы при выполнении этого упражнения пятки каким-то образом скользили. То есть нужно либо под пятки положить что-то скользящее, какой-то маленький коврик, либо нужно что-то на ноги одеть, чтобы они скользили по поверхности. Упражнение очень простое, медленно и плавно, ключевое слово. Скользим пяточками, подтягиваем ноги к себе примерно до угла 90 градусов. Не надо подтягивать сильнее. И медленно, плавно скользим обратно, до расслабления. Ни в коем случае не делайте это резко. Медленно и плавно подтягиваем ноги к себе. На секунду зафиксировали ноги и медленно, плавно скользим обратно, до расслабления. Делаем все вот в таком медленном, плавном ритме. К себе, на секунду ноги зафиксировали и вниз до расслабления. Обратите внимание, что при выполнении этого упражнения ноги должны быть вместе. То есть их не надо расставлять в стороны. Но и каким-то образом специально сжимать их тоже не нужно. То есть держите ноги вместе, но при этом не зацикливаясь на этом. А вот пятки желательно, чтобы не разъединялись. И как делать упражнения, в каком темпе, когда вы делаете их самостоятельно. Считайте до 5 во время выполнения упражнения. То есть 1, 2, 3, 4, 5 подтянули ноги к себе и на секунду зафиксировали. 1, 2, 3, 4, 5 и до расслабления. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5 на секунду задержали. 1, 2, 3, 4, 5. Расслабили. И еще раз подчеркну, что главное в этом упражнении именно плавное скольжение. То есть ноги должны скользить. Пяточки двигаются плавно по поверхности, они скользят. И опять же, когда вниз ноги опустили, не забывайте их каждый раз на секунду расслабить. Сколько раз делать это упражнение? Нужно его делать поначалу 12-15 раз. То есть 12-15 раз подтянули ноги к себе и потом медленно, плавно опустили их обратно до расслабления. И с каждым днем постепенно количество повторений увеличивать. То есть наша задача постепенно довести повторение этого упражнения до 30-35 раз. Но при этом ни в коем случае не сбивайтесь на ускорение этого упражнения. Напоминаю нашу коронную фразу: делаем все медленно и плавно. А теперь нюансы, о которых мы говорили в начале программы. И первый, самый главный нюанс, из-за которого в какой-то момент мы стали использовать это упражнение очень редко. Когда вы только начинаете делать это упражнение, в первые дни занятий, боль в коленях от его выполнения у вас могут поначалу даже немного усилиться. То есть может произойти некоторое обострение. И вот это обострение очень пугало многих наших пациентов. Это просто нужно иметь в виду. То есть нужно понимать, что это обострение сойдет на нет через несколько дней буквально. В каком месте будут болеть коленки? Скорее всего, они будут болеть там, где они соединяются, то есть вот на этом стыке.
в области сухожилий так называемой гусиной лапки. И эта боль, которая появится поначалу, это нормально, этого не нужно пугаться. Но в крайнем случае, если начал как-то ныть и тянуть слишком уж сильно, вы просто можете сделать перерыв в занятиях, примерно на неделю. А потом начинаете занятия снова, но тогда поначалу делайте меньшее количество повторений. Второе. Чтобы свести риск обострения к минимуму, напоминаем снова и снова, упражнения надо делать медленно и плавно. В основном обострения случались у тех, кто делал это упражнение слишком энергично и быстро, слишком резко. Делаем все медленно и плавно. Третье. Учитывайте один нюанс. Если при выполнении этого упражнения возникает резкая боль, именно резкая, то значит либо вы его делаете неправильно, либо оно просто-напросто вам не подходит. И вот тогда не нужно делать это упражнение через силу, лучше его пропускать. Это мы говорили о резких болях. Но вот терпимые небольшие боли при выполнении этого упражнения вполне могут быть, особенно если у вас большая стадия артроза коленных суставов. Небольшие боли допустимо, при резких занятия прекращаем и делаем все аккуратно. Главное – осторожность. Помимо артроза и повреждения менисков, колени часто повреждаются еще и артритом, то есть бывает воспаление коленных суставов при болезни Бехтерева, при реактивном артрите, при ревматоидном, ну и при других видах артрита, в частности при подагре. Может ли помочь упражнение в этом случае? Да, оно может помочь и в этих случаях, но эффект от этого упражнения, к сожалению, скорее всего будет меньше. При артритах все-таки требуется специальное антиартритное лечение. Делать упражнение нужно один раз в день, максимум 2 раза в день. При повреждении менисков делаем его до выздоровления и еще 2-3 недели сверху, чтобы закрепить результат. А вот при артрите и при артрозе коленных суставов это упражнение нужно делать долго, минимум 3 месяца, а иногда его нужно делать даже 1-2 года. К счастью, поскольку упражнение легкое, эта рекомендация делать упражнение на протяжении долгого времени обычно не вызывает возражений. Ведь делать его легко, приятно и можно его делать даже перед телевизором. Но что нужно учесть? При серьезных повреждениях коленных суставов, при серьезном артрите, при тяжелой стадии артроза, при сильном повреждении менисков, этого упражнения может быть мало. И тогда мы попросим вас делать другие наши упражнения для коленных суставов, которые есть у нас на канале. И ссылка на эти упражнения будет дана под нашим сегодняшним роликом. И сейчас, дорогие друзья, мы покажем еще одно дополнительное упражнение, которое помимо тех комплексов и помимо упражнения под названием скольжение, будет полезно людям, которые болеют артрозом коленных суставов, особенно если это артроз в большой стадии, 2-3 стадия. Ну и при артритах это упражнение тоже будет полезно. А вот при повреждении менисков это упражнение делать не нужно. Подчеркиваю, второе упражнение из сегодняшнего нашего видео делать нужно при артрозе и при артрите. Но те люди, которые страдают от повреждения менисков, это упражнение пропускают. Это упражнение тоже надо делать на какой-то ровной, плотной поверхности, чтобы тело не гуляло. Руки вдоль тела и медленно сгибаем обе ноги сразу. Сгибаем их настолько, насколько это можно сделать без напряжения и боли. И медленно, плавно опускаем вниз. Упражнение очень простое. Медленно, плавно ноги сгибаем. И медленно, плавно опускаем ноги вниз до расслабления. Медленно, плавно сгибаем ноги. Настолько, насколько это удастся сделать. И медленно, плавно опускаем вниз. Не надо слишком стараться, то есть не надо делать это упражнение через какую-то боль. Можете согнуть больше, сгибайте чуть больше. Не получается, насколько получилось. И не забывайте, когда опустили ноги вниз, обязательно на секунду их расслабить. Медленно, плавно к себе сгибаем. Медленно, плавно обратно до расслабления. Все это тоже делаем на счет примерно 5. 1, 2, 3, 4, 5. На секунду задержались. 1, 2, 3, 4, 5. Расслабились. При выполнении этого упражнения, как и при выполнении предыдущего упражнения, ноги нужно держать вместе. То есть стараться, чтобы пятки у вас не расходились в стороны. И как и предыдущее упражнение, мы тоже начинаем
с 12-15 повторений. И постепенно с каждым днем повторения прибавляем. То есть наша задача постепенно дойти до 30-35 повторений этого упражнения. И делаем все опять же медленно и плавно, и опускаем ноги вниз до расслабления. Возможно, дорогие друзья, наши сегодняшние упражнения показались вам очень простыми, особенно это касается второго упражнения. Но они очень полезны, потому что они улучшают кровообращение. Второе упражнение прекрасно снимает спазм мышц бедра, который часто бывает у больных артрозом. И кроме того, эти упражнения стимулируют за счет притока крови улучшение выработки составной жидкости. И это на сегодня все, дорогие друзья. Но не забудьте, прежде чем начнете выполнять эти упражнения, прочитать под видео противопоказания к ним. И еще, если вы раньше делали какие-то наши упражнения для лечения коленей, пожалуйста, напишите в комментариях под видео, каких результатов вам удалось добиться. И напишите, насколько хорошо вам помогают наши сегодняшние упражнения. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.